самая мощная БМП в мире. Мы привыкли думать, что мощнее всех вооружена БМП-3. И если вести речь о серийных машинах пехоты, то так оно и есть. Однако из построенных машин есть одна, которая переплюнула и БМП-3. В 1979 году немцы решили оснастить свои БМП «Мардер» аж 105 мм пушкой, которая позволяла бороться как с танками, так и с пехотой. Назывался проект «Мардер ДФ-105». В аппарат поставили французскую барабанную пушку во французской же модернизированной качающейся башне FL-15 танков AMX-13 фирмы Five Scale Babcock Company. Сама башня увидела свет в 1983 году. Поскольку немцы уже поставляли аргентинцам созданный на базе Мардер танк ТАМ со 105 мм пушкой, то возможность сохранить десантное отделение на 6 человек и еще и увеличить скорострельность пушки, казалось, сделала машину проектом века для стран третьего мира. Бронированная машина была стандартна для Мардер. Лоб держал 30-мм снаряды БМП-2, а борт – пули крупнокалиберного пулемета. Вооружена, как уже говорилось, 105-мм орудием FL-15 фирмы FN. Броня башни была 40 мм. Пушка позволяет обходиться без заряжающего и стреляет со скорострельностью 12 выстрелов в минуту, что в 1,5 раза превосходит скорость ручного заряжания. Сколько было выстрелов в барабане, точно неизвестно, предположительно 5 или 6. Вертикальное наведение орудия осуществлялось в пределах от минус 8 градусов до плюс 12. Запас снарядов равнялся 50 выстрелам, но можно было взять еще 50 вместо десанта. С орудием был спарен пулемет обычного калибра с 5000 патронов. Также была установлена современная по тому времени электроника, приборы наблюдения, лазерный дальномер и система управления огнем СОТАК. Боеприпасы. Оперенный бронебойный подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном, кумулятивный, осколочно-фугасный боеприпас, дымовые и учебные снаряды. Эффективная дальность стрельбы была около 2000 метров. Вес Мардер ДФ-105, так же как и экспортного танка ТАМ, был 30 тонн. Использовался 720-сильный двигатель МБ-833 К-500. Опять же, как на танке ТАМ, той же Тиссен-Хеншель. Машина была очень быстрой, максимальная скорость по шоссе было до 75 км в час, по пересеченной местности 40, запас хода 500 км. К сожалению, для проекта аргентинцы уже купили ТАМ и ничего больше не хотели, а другие страны не захотели получить плохо бронированную машину с тяжелым вооружением. Такая схема подошла бы в Африке, но там рулили колесные машины с большим запасом хода, да и дешевле они были в разы. А для ведущих стран НАТО такое слабое бронирование в конце 80-х считалось уже недостаточным даже для БМП с обычным вооружением. Напомню, что в самой Германии в 85-м Министерство обороны считало приоритетной разработку Мардер-2 с радикально лучшей защитой. В итоге построенная БМП Мардер ДФ-105 оказалась единственной.